мной. Пусть разберутся сами. Постойте, маменька. Нам не поспеть за вами. Я ухожу. Этот дом постыл. И вашей дерзости сносить нет больше сил. Все спорят, все орут. Почтения нет ни в ком. Да это не семья, а сумасшедший дом. Но, милая моя, я замечала часто, что слишком ты дерзка и чересчур горласта. Я обойдусь и без нахальных слуг. Однако... Ты дурак, мой драгоценный внук. А помнить пора. Уж лет тебе немало. Я сына своего 100 раз предупреждала, что отпрыск у него изрядный обормот, с которым горюшка он досыта хлебнет. Ну, бабушка... И как промолвила словечко. Тихоня, внученька, смиренная овечка. Ух, скромница. Боюсь, пословица о ней, что в тихом омуте полным-полно чертей. Ну, маменька. Прошу, дрожайшая невестка, не гневаться на то, что выскажусь я резко. Была бы сейчас у них в живых родная мать, достойно бы она сумела воспитать. А вам о них, гляжу, подумать не досуг. Наряды вам важней, чем дети и супруг. Сударыня! А вы, ее милейший брат, с советами всегда суетесь не в попад. Да, трудно нам с Тартюфом состязаться. В умении святым и праведным казаться. Но это так и есть. И форменный позор, что ты, молокосос, с ним затеваешь спор. А что же мне молчать пред гостем тем незваным, который здесь, у нас, всевластным стал тираном? Не сделай ничего, ни слова не скажи, без позволения несносного ханжи. Послушать проповедь настырного святоши, тут плохи будут все. Лишь он один хороший. С утра до вечера он поучает нас. И он, конечно, прав. В грехе ваш дом погряз. Вас этот человек ведет на путь спасения. И сын мой учит вас питать к нему почтение. Никто мне не внушит, ни даже мой отец, что праведник Тартюф, он попросту шельмец. Нет, вы подумайте, уж это ли не чудо? Явился бог весть кто, неведомо откуда, в отрепьях нищенских, почти что босиком. И нате вам, прибрал к рукам весь дом. И лучше бы для вас не припираться с ним, а жить, как учит он, по правилам святым. Святым? Пристало ли вам такое легковерие? Да разве святость тут? Одно лишь лицемерие. Все это ложь. Мой сын всех сплетен выше. Он праведнику дал приют под крышей, чтоб к истине вернуть заблудшие умы, чтоб чище и добрее сегодня стали мы. Ноги моей не будет в доме этом, где грешники смеются над святым. Останови немедленно карету, вернется сын, а мамы дома нету. Как мы ему отъезд ваш объясним? Ишь, как запели, господа! А что вы думали тогда, когда Тартюфа вы хулили, когда его помоями облили? Я не прощу вам это никогда! Я не прощу вам это никогда! Мы просим вас, мадам, о снисхождении. О милости мы просим вас, мадам. Мы просто пребывали в заблуждении, не оценив величие и значения того, кого судьба послала нам. Ишь, как запели, господа! А что вы думали тогда, когда Тартюфа вы хулили, когда его помоями облили? Я не прощу вам это никогда! Я не прощу вам это никогда! Просим, остановитесь, просим, остановитесь, просим, остановитесь! Моей не будет доля! Просим, нет, никогда!
вот так раскипятилась. Смотрите, до чего Тартюф попал к ней в милость. С тех пор, как этот фрукт пожаловал к нам в дом, сынок ее, увы, души не чает в нем. Поверьте, носится он с этим пустосвятым, как курица с яйцом. Его зовет он братом. И братца любит он, мне Бог не даст солгать, сильнее, чем жену, детей своих и мать. Его наперстником стал этот проходимец. Такими окружен заботами любимец, каких любимая желать бы не смогла. За трапезой всегда он во главе стола. Он ест за 6, а мой хозяин тает и лучшие куски ему пододвигает. Тьфу! Пожаловал отец в своей карете. Как повезло, что бабку он не встретил. Что разминулись с ней они, а то бы из-за Тартюфа нас загрызли оба. А, Шурин, здравствуйте. С приездом, милый зять. А ну-ка расскажи о новостях мне вкратце. Ведь не был я 2 дня. Здоровы ли домочадцы? Да вот у госпожи позавчерашний день вдруг приключился жар и страшная мигрень. А как Тартюф? Тартюф, по милости Господней, еще свежее стал, румяней и дородней. Бедняга, бедняга. 2 жареных цыплят и окорок уплел, и лишнего хлебнув, свалился он под стол. Бедняга, бедняга. А госпожа всю ночь тряслась в ознобе. До самого утра мы не заснули обе. А как Тартюф? Тартюф, Тартюф, наевшись до отвала, храпел да так, что спать всем не давал он. Бедняга, бедняга. И только лишь когда врачи пустили кровь, к Эльмире прежний цвет лица вернулся вновь. А как Тартюф? Тартюф? Да не повел и бровью, все утро ел и пил, он за ее здоровье. Бедняга, бедняга, как много перенес Тартюф за эту ночь. Здоровья своего ни капли не щадящий, готовый все простить, готовый всем помочь. И сирым, и убогим, и болящим. Бедняга, бедняга, затворник и аскет. Бездельник, бродяга, каких на свете нет. Бедняга, бродяга. Вам о жене, а вы все о нем, который так наглеет с каждым днем. Как этот человек забрал над вами власть? И можно ли под его влияние так попасть, чтобы забыть про всех? Я понимал, когда вы кров дали бедняку. Но, Шурин, вы не правы. Он в церкви каждый день молился близ меня, в порыве набожном колени преклоня. Жизнь посвятив свою учению Христову, он сам как нищий жил, к тому же еще бескровно. Узнав о том, приют я предложил ему, и счастье с той поры царит в моем дому. Тартюф во все дела со мной вникает вместе. Стоит на страже он моей семейной чести. Ревнивый он меня. Чуть кто к моей жене с любезностями, он тотчас же доносит мне. Как добродетелен,
Какого полного смирения? Себе же самому вменяет преступление ничтожнейший пустяк. Безделку, чепуху. Вот, за молитвою на днях поймал блоху. Так небу приносил потом он покаяние, что раздавил ее без чувства сострадания. Как не могли вы отличить лица от маски? Как не сумели быль вы отделить от сказки? Как правду спутали вы с кривдою отпетой? Червонец подлинный с фальшивой монетой. С горя чуть не плачу я, как вас одурачили, как вас околпачили, Аргон. Он же по натуре волк в овечьей шкуре, сластолюбец и хамелеон. Прикрыл он жадность скромностью, а страсть смиренной позой. Опомнитесь, опомнитесь, пока еще не поздно. Ой, как мне не хочется, чтоб сбылось пророчество, но могу сказать вам наперед. Он ваш род ославит, вам рога наставит и еще как липку обдерет. Пойдете нищим по миру, моля прохожих слезно. Опомнитесь, опомнитесь, пока еще не поздно. Всем, кто его чернит, вовек я не поверю. Не слишком ли легко вошел он к вам в доверие? Вас обманул его благочестивый вид. Не все то золото, поверьте, что блестит. Вы все сказали? Да. Тогда слуга покорный. Постойте же. Предмет оставим. Этот спорный. Сейчас я о другом. Я слышал, милый зять, что за Валера дочь хотели вы отдать. Да. И вы назначили день свадьбы. Или? Назначил. Почему же вы свадьбу отложили? Да, так. Но, кажется, для брака препятствий никаких. Да, как сказать. Вы уклоняетесь, однако. Ответьте, да или нет. Вы слово сдержите? Мне небо даст ответ. Прощайте. Ой, что-то крутит он со свадьбой. Но почему? Неплохо нам узнать бы. Жду тебя я. Вот несчастье, тайком с невестой собственной встречаться. Вдолбил святоша в голову отца, что грех друг друга видеть до венца. Не скажешь птице, не лети, она летит навстречу ветру. Не скажешь солнцу, не свети, его лучи сквозь тучи светят. Мы любовь свою ищем повсюду, но приходит она случайно. Это самое чудное чудо
самая тайная тайна. Я с каждым днем шепчу нежней твое божественное имя. Скорей бы добрый Гименей связал нас узами своими. Мы любовь свою ищем повсюду, но приходит она случайно. Это самое чудное чудо. Это самая тайная тайна. Ой, уйди, уйди. Ой, Шляпу. на, быстрее. Я не знаю. Господи, что это такое? Отец! Отец! Необходимо нам потолковать с тобою по душам. Что ищете вы там? Хочу увериться, что посторонних нету. Поговорить с тобой мне нужно по секрету. Нет никого. Марьяна, дорогая, о благе о твоем заботился всегда я. Отцовская любовь мне всегда дороже благ. А не пора ли тебе вступить в законный брак? И есть жених, прекрасный на примете. Тартюф. Тартюф? Ты счастлива? Ответь мне. Но я его ни капли не люблю. Полюбишь, дочь моя, раз я тебе велю. Но, батюшка! Не спорь. Мы только время тратим. Женившись на себе, Тартюф не станет зятем. Мы породнимся с ним. Знай, это мой приказ. А по твоим глазам сужу я. Вот те раз. Увы, куда грешней Тартюфу сватать дочери своей. Зачем жена таким вот богомолом? И мне как довозиться с женским полом. К тому же нищий он. Молчи, Дарина! Да, неимущ. И в том еще причина, чтобы уважать его. Богатство что? Нищета. И нищета его благая нищета. К тому же он дворянин стариннейшего рода. Как говорят в семье, не без урода. Коль девушку ведут неволей под венец, тут добродетели нередко и конец. А если в муже и растет кое-что на лбу, пускай винят себя, не жен и не судьбу. Советую вам, грех не брать на совесть вашу. С пути собьется дочь, а обвинят папашу. Ты эту чушь, дитя, не принимай на веру. Доверься мне отцу. Я слово дал Валеру, но слышал стороной игрок, как будто он, и вольномыслием к тому же заражен. А мой избранник чужд забавам легковесным.
всегда в общении с промыслом небесным. Ему в супруге кротость дорога. Она ему наставит вмиг рога. Так, значит, милая, к моим словам вы глухи. О, придется, кажется, прибегнуть к оплеухе. Ты при себе оставь дурацкие советы. Я все решил. И кончено на этом. А наша скромница в рот набрала воды. Я за нее борюсь. А вы молчать должны. Услышать о чудном намерении отца и не сказать свою защиту ни словца. Не властен ли отец над дочерью своей? Вам нужно было бы отвергнуть всю затею. Должны были папаше вы сказать, что худо, ежели противен тестью зять. Но если муж жене противен, вдвое хуже. Идти-то замуж вам и судить о муже. И коль Тартюф так мил почтенному отцу, пусть с этим женихом сам он идет к венцу. А может, разлюбили вы Валера? Как ты могла сказать? В нем жизнь моя и вера. Успокойтесь вы. Я больше не сержусь. Не брошу вас. Поверьте мне. Клянусь. Сударыня, сражен я новостью нежданной. Какой же? Как говорят, что скоро под венец вас поведет Тартюф. Так хочет мой отец. Ах, вот как. Ваш отец. Он мне сейчас поведал о замысле своем и возражать мне не дал. Он говорил всерьез? Да еще как. И согласиться мне велел на этот брак. На что же решились вы? Быть дочерью послушной? Не знаю. Хвалю. Ответ столь прямодушный. Так вы не знаете, сударыня? Я думала, что вы дадите мне совет. Совет? Пожалуйста, примите предложение. Завидной партии пренебрегать к чему? Ах, вот какой совет. Ну что же, я его приму. И вижу, примите, не ощутив печали. Да, точно так же, как его вы с легкостью мне дали. Хотел, сударыня, советом угодить. А я его приму, чтобы вас не огорчить. Так вот она, любовь. О, как я был обманут. Коварная. Теперь я ощутил вполне вас истинной любви. И не было ко мне. Ну что же, вы вольны в своих предположениях? О, да. Я не привык просить об одолжениях. Не мните, что меня печалит ваш отказ. Свяжу свою судьбу и даже раньше вас с другой, которая не бросит, не изменит. И по достоинству, конечно, вас оценит. Пусть принесет вам счастье этот брак. Но помните, на этот крайний шаг меня толкнули вы. Ведь так? Пусть будет так. Прощайте. Надеюсь, навсегда. Прощайте. Прощайте. О, боже мой, какая ерунда. И вам не совестно? Вернитесь-ка. Нет, нет, мне велено уйти. Вернитесь, сударь. Нет, нет.
Так суждено, пусти. Утихомирьтесь, ну. Пожалуйте обратно. Мое присутствие ему так неприятно, что лучше я уйду. Ну вот теперь она. Куда же вы? Оставь, Дарина. Вот тяна. Довольно говорю. Оставьте эти штуки. Вы стоите друг друга. Дайте руки. Ну, сударь, ну. Зачем? Сударыня. К чему? Ведь вы полны любви. Вы к ней, а вы к нему. Вернитесь-ка назад, не дуться же до ночи. Вы том не бросьте взгляд, а вы потупьте очи. А дальше, как всегда, признание и объятия. Ну что за господа, все надо объяснять им. Так с рассвета до рассвета из последних бьешься сил. А за это ни спасибо, ни мерси, ни спасибо, ни мерси. Миритесь сей же час, уймите вашу гордость. Служанки и без вас хватает дел по горло, как лошадь иногда. Набегаешься за день, уймитесь, господа, целуйтесь, Бога ради. Так с рассвета до рассвета из последних бьешься сил. А за это ни спасибо, ни мерси. Ни спасибо, ни мерси, ни спасибо, ни мерси. Пошли-поехали. Хоть жаль вас прерывать, но рано вам в блаженстве пребывать. Придумать надо план, как обмануть отца и избежать позорного венца. Здесь не прямой, а окольный нужен путь. Смириться надобно на время, но тянуть. То прихворнули вы, то снился сон дурной, разбилось зеркало, объелись беленой, то выла на луну соседская собака. Ну, словом, мало ли препятствий есть для брака. Вот так и действуйте. И эти господа не выдавят из вас желаемого «да». О, боже мой, что я узнал, Дарина? Сестру хотят отдать за это кретина. Но я не отступлю перед отцовской властью. На все пойду. На все. Чтоб помешать несчастью. Уймитесь, только вред от неуемной прыти. Нет, лучше мачехе своей поручите. Он к ней благоволит. Я даже так сужу, мне кажется, что он влюбился в госпожу. Пусть объяснит ему, коль сам понять не может. Для Марианы ей жених и помоложе. И если он пойдет на это сватовство, все в доме отвернутся от него. А вот и он. Скажите, госпожа Святоша встал и ждет ее уже. Дарина, дай-ка мне воды глоток. Возьми платок. Зачем мне ваш платок? Прикрой нагую
грудь. Сей приоткрыв предмет, ты пролагаешь путь греховным помыслам и вожделением грязным. Ну, коль вы так чувствительны к соблазнам, чтоб не вводить вас в грех, уйду я сей же час. Да, госпожа хотела видеть вас. Просила, чтобы вы ей не отказали в непродолжительном свидании в этом зале. Какая радость! Нет, я ей не откажу. Размяк. Знать, втюрился и вправду в госпожу. Когда ж она придет? Не имется тунеядцу. А вот она сама. Счастливо оставаться. Ничтожнейший из всех живущих в мире сём, я к силам всеблагим взываю об одном. И ныне, и вовек пусть промысел небесный дарит вас бодростью, духовной и телесной. Предметом ваших быть молитв большая честь. И я ее ценю. Но, может быть, нам сесть? Я по мирским пришла делам. Нет. О делах потом. Но это очень срочно. Как передали мне, Валеру дан отказ. Мой муж перерешил и прочит дочь за вас? Что это, истина? Или пустые слухи? Как часто делают у нас слона из мухи. Мне ваш прекрасный лик милее всех 100 крат. Волнует сердце он и восхищает взгляд. Сначала я считал, что мне бороться надо с любовным пламенем, что это козни ада. И как вы нечисты, как вы нехороши. Вас мнил препятствие к спасению души. Но понапрасну я страшился маловерный. Столь ваша красота чужда житейской скверной, что я, вас полюбив, в грех не рискую впасть. Сия не пагубно, но животворна страсть. Признание пылкое. Но как оно нелестно. Боюсь, что ваша речь немного неуместна. А я-то думала до нынешнего дня, что ваша набожность — крепчайшая броня, от искусов мирских надежная плотина. Как я не набожен, но все же я мужчина. Я крепился как мог, но меня подстерег многоопытный змей-искуситель. Так спасите меня,
Не гоните меня хоть на час, хоть на миг, полюбите. Ну что вам может дать старик, что сыплется на части, что сыплется на части? А я зажгу вам сердце вмиг, а я зажгу вам сердце вмиг огнем любовной страсти, огнем любовной страсти. Так спасите меня, не гоните меня. Хоть на час, хоть на миг полюбите. Ах, как трудно, Господь, побороть свою плоть. Искушения, что душу нам гложат. Лучше в масле кипеть, на Голгофе скрипеть, чем терпеть это, Господи Боже. Но что вам может дать старик? Колечко к дню рождения, колечко к дню рождения. А я вам дам блаженство миг, а я вам дам блаженство миг. И море наслаждения, и море наслаждения. Так спасите меня, не гоните меня. Хоть на час, хоть на миг, хоть на час, хоть на час, хоть на миг, хоть на час, хоть на час, хоть на миг, хоть на час. Полюбите. Я выслушала вас. Понравится ли вам, что эти излияния я мужу передам? Не охладеет ли он к преданному другу, который соблазнить решил и его супругу? Нет. Свято верую я в вашу доброту. Пускай в избытке чувств я приступил черту по слабости своей, попав под ваши чары. Ужель столь тяжкие обрушите вы кары на грешника за то, что он, увы, не слеп? За то, что духом он еще не столь окреп, не защищен вполне от искушений плоти. Другая женщина, как вы легко поймете, могла бы тут куда суровей поступить. Но не пожалуюсь я мужу. Так и быть. С условием. Вы должны, смотрите, без обмана, добиться, чтобы была с Валером, Марианна, незамедлительно обвенчана. Я жду, что отведете вы от их голов беду. Матушка, я волей обстоятельств был здесь и слышал все теперь уж от лица. Могу я обличить пред всеми до конца? О, как нам повезло, с ним расплачусь теперь я за наглость и за спесь, за ложь и лицемерие. Я расскажу отцу, как за его спиной решил амурничать злодей с его женой. Спокойнее, Дамис. Попробуем сначала войти в согласие с ним. Молчать я обещала, и обещание обратно не возьму. Не в правилах моих шум поднимать. К чему? Мы, женщины, должны обороняться сами.
И докучать мужьям не будем пустяками. Вы вправе делать, как угодно вам. Но я уж вырваться разбойнику не дам. Он внес раздор в семью, разрушил наши планы, попрал любовь мою, Валеры Марианы. Да, мисс. Да, мисс. Нет, будет сорвана с постыдной твари маска, и я покончу с ним. Да, мисс. Ага. Вот и развязка. Как кстати вы, отец. Прошу, прошу. Спешу поведать вам, отец, что вы дитя, что вы слепец. Нельзя ж не видеть в самом деле, какого змея вы пригрели. Вам честь недорога за вашей спиною, наставит вам рога он с вашей женою. И впрямь нельзя точней сказать, чем было кем-то сказано. Коль Бог нас хочет наказать, коль Бог нас хочет наказать, Он нас лишает разума. Но где ж достать такой бальзам, чтоб ум опять вернулся к вам? Для вас Тартюф святее папы. Нельзя же быть такой шляпой, при вашем-то умении раскусить мерзавца и в этаком дерьме, простите, оказаться. И впрямь нельзя точней сказать, чем кем-то было сказано. Коль Бог решил нас наказать, коль Бог решил нас наказать, Он нас лишает разума, разума. Изобличить хочу я этого злодея. Я слышал сам, как здесь, от гнусной страсти млея, признание расточал супруге вашей он. Что слышу я? Чему мне верить? Боже правый. Верь, брат мой. Я злодей, бесстыдник и лукавый, виновник всяких зол, источник всяких бед. Такого грешника еще не видел свет. С мерзейшим из существ не смею встать я рядом. Вся жизнь моя полна позором, грязью, смрадом, неископище грехов и свалка нечистот. И небо по делам мне казнь такую шлет. Пускай припишут мне любое злодеяние. Смирюсь, не проронив ни слова в оправдание. Так верьте же всему, услышав и узрев все низости мои. Обрушьте ярый гнев, гоните прочь меня. Какие бы удары от вас не претерпел, я стою большей кары. Как повернулся твой бессовестный язык над праведником, так глумится, клеветник! Что? Этот лицемер кривляется бесстыдно, а вы его... Молчи! Проклятая ехидна! О, пусть он говорит. И верьте вы ему. Я поношение безропотно приму. Итак, мой милый сын, вот весь я перед вами. Кляните же меня поносными словами. Я изверг, лицемер, клетвопреступник, тать, убийца, блудодей. Не стану отрицать. Колени преклонив, стерплю я поругание, как по грехам моим от неба воздаяние. Мой
драгоценный брат. Ну, бессердечный лжец, ты не раскаялся? Да разве вы, отец, не видите? Молчать! О, брат мой, поднимитесь. Мерзавец. Я? Молчи! Клянусь, вы убедитесь! Замолкнуть велено тебе, клеветнику. Я? Еще лишь звук, и я сверну тебе башку. Брат, ради Господа, себя возьмите в руки. Я вам с готовностью себя отдам на муки, чтоб волос не упал с заблудшей головы. Ну, слышишь ты? Уже не смилуетесь вы. Я за него молю, колено преклоненный. Как можно, милый брат? Гляди, во всей вселенной великодушия такого не найдешь. Но... Циц! Но я... Молчи! Все происки и ложь. Вон из дому. Слыхал? Чтоб с нынешнего дня тебя не видел я, иначе будет худо. Что ж, я уйду. Уйду! Проваливай отсюда! Наследство я тебя лишаю, наглеца! И получи взамен проклятие отца! Как горько, милый брат, что вся ваша семья меня преследует. Чем досадила меня? Так исказить души мои порывы. Обидно, сколь они ко мне несправедливы. Ужасно. Сердце сжал мне холод ледяной. Ах, брат, мне кажется, что смерть пришла за мной. Ай, проклятый висельник! Жаль, не хватило духу прихлопнуть бы тебя на месте, словно муху! Ой, ой. Очнитесь, милый брат. Прощение жду от вас. Не надо более об этом. Но сейчас я понял, что в ваш дом раздора внес семя. Жизнь вашу омрачил. И что? Приспело время отсюда мне уйти? Куда глаза глядят? Простите их. Я всех простить бы рад. Но вряд ли кончится наветы их на сём. И в следующий раз, устав в борьбе со злом, вы им уступите. Меня не обморочат. Ах, брат. Когда жена чего-нибудь захочет, то рано ли, поздно ли, муж ей сдастся. Но не я. Нет, нет. Уж раз меня отвергла вся семья, позвольте мне уйти. О, нет! Разлуки с вами я не переживу. Подобными словами вы разрываете мне сердце. Я боюсь, что я вам уступлю. Ну, хорошо. Сдаюсь. Однако же, дабы не вызывать злоречия, намерен избегать с женой вашей встречи. Да нет, наоборот. Я в долг вменяю вам не расставаться с ней назло клеветникам. И чтобы отомстить за эти козни им, я назначаю вас наследником своим. Свое имение в дар хочу вам отписать. Ведь вы не только друг, но будущий мой зять.
Надеюсь, примите вы в дар мои владения. Могу ли противиться я воле провидения? Тогда я документ немедленно сочиню, и пусть хоть разорвет с досады всю родню. Фу. Тартюфу завещаю я свой дом. Такого дурака найдешь с трудом. Угодья все, а также весь доход. Да он же просто круглый идиот. Готов блюсти, Господь, я все посты, догматы чтить твои и постулаты. За то, что ты, за то, что ты, за то, что ты, за то, что ты создал не только умников когда-то. Над всеми здесь теперь я властен, все предо мною червяки. Какое счастье, что есть на свете дураки. Какое счастье, что есть на свете дураки. Мечтал ли я, ничтожный из людей, что буду слуг иметь и лошадей, что будут мне во всем благоволить те, кто хотел помоями облить. От радости не чую рук и ног, как будто я в земле обетованной. Хоть не просил я, видит Бог, хоть не просил я, видит Бог, но Он послал мне этого болвана. Все изменилось в одночасье по мановению руки. Какое счастье, что есть на свете дураки. Какое счастье, что есть на свете дураки. К вам можно, сударь? Да. Я потрясен известием, как допустили вы, смиренье образец, чтоб сына из дому прогнал родной отец. Я вам советую уладить все добром, да миссу вновь открыть дорогу в отчий дом. Ах, если бы я мог так дело повернуть. Поверьте, на него я не сержусь. Ничуть. Но если бы Дамис сюда вернулся снова, то должен был бы я всего лишиться крова. Да и к тому же бы дал пищу для молвы. Кто грех простил, тот грешен сам. Увы. Я вижу, сударь, вы оратор прирожденный. Так ваши доводы тонки, так изощренны. Но есть еще и честь.
Не тратьте лишних слов. Мне небо не велит делить с Дамисом кров. Зато оно велит принять без колебания обход наследников в чужое достояние. Отец рубил с плеча, но это дурь и блажь. Отвергнуть этот дар, не в том ли долг был ваш? Мой долг святой. Спасти от недостойных рук все то, что преподнес мне мой бесценный друг. В противном случае наследники имения могли бы дать ему дурное применение. Я деньгам оборот весьма похвальный дам. Но слава небесам, я нищим все раздам. Настал молитвы час. Извольте удалиться. Да вам за все грехи вовек не отмолиться. Ну, как Тартюф? Тартюф. Он снова победитель. Ах, Дамису не помог. Сестре хоть помогите. Чем за Тартюфа замуж, лучше в ад. Спасите девочку. Ба. Все в сборе? Очень рад. Ну, как жених? Общалась ли ты с ним? Отвергли вы, отец, того, кто мной любим. Не позволяйте же в отчаянии мне впасть. Смирите жалостью отеческую власть. Пред Богом во Христе покрыть себя стыдом? О. Все, что я слышу здесь, приводит в изумление. Как можно пребывать в подобном ослеплении? Вы слишком верите любимцу своему, и случай давешний свидетельство тому. Нет, не провести меня вам на Микине. Известно мне, что вы в моем беспутном сыне души не чаете. Негодный лоботряс решил оклеветать беднягу, а у вас лжеца изобличить язык не повернулся. Да будьте вправду, что уж я б не обманулся. Уж я увидел бы, что вы возмущены.
Вы полагаете, что женщины должны, услышав вздорные любовные признания, излить всем на показ свое негодование? Чтоб не сказали вы, не изменю решение. Могу лишь повторить, вы в полном ослеплении. И чтоб прозрели вы, я вам сыграю сцену. Чтоб поняли вы все, супруг мой драгоценный. Для этой сцены вам необходимо стать для него неслышным и незримым, а самому вам слышать все и зреть, чтобы в дураках не оказаться впредь, пока все выяснить, что истинно, что ложно. Оклеветать его вам будет невозможно. Сейчас я вам сыграю сцену, чтоб стало ясно, что к чему, и чтоб вы истинную цену узнали другу своему, чтоб знали цену другу своему. Напрасно вы стараетесь, мадам. Тартюфа опорочить я не дам. Нельзя его унизить клеветой. Он праведник, он ангел, он святой. Который день подряд он твердит одно, как дятел. Верно люди говорят, верно люди говорят, что у нас хозяин спятил. Да, ваш Тартюф, ханжа великий, он проходимец, вор и плут. А где улики? А улики увидим через 5 минут. Увидим через 5 минут. Напрасно вы стараетесь, мадам. Тартюфа опорочить я не дам. Коль нашим вы не верите слезам, Должны поверить собственным глазам. пусть любимый наш папа убедится самолично, что любовь всегда слепа, что любовь всегда слепа. Ну, а глупость безгранична, глупость безгранична. Оклеветать его вам будет невозможно. Зови его сюда. У этаких пройдох нюх словно у борзой. Учует он подвох, он парень с головой. Чтоб не учуял, вы извольте вон. Пожалуйста, под стол, любезный мой Аргон. Зачем же вдруг под стол? Ах, боже мой, так надо. Сейчас, хозяйка, я, свой у меня расчет. С Тартюфа и с меня вы не сводите взгляда. Когда все кончится, настанет ваш черед. Сидите под столом и до поры ни звука. Боюсь, что больно я покладист. Вот в чем штука. Однако ж я теперь вошел в азарт и сам. Как вы вернетесь вы? Судить об этом вам. Но сидя там, придется вам смириться. Влюбленную должна я притвориться, чтоб он, как рыбка, клюнул на крючок. Но чтоб вы не увидели, молчок. Чтоб ясен стал он вам до самого нутра. Нутра? Когда ж далеко зайдет игра, вы выйдете из вашего укрытия и бедную супругу защитите, которой волей Божией, увы, пришлось унизиться, чтоб верили ей вы.
Мне было сказано, чтобы я пришел сюда, что вам поговорить со мной угодно. Да. Мне нужно кое-что сказать вам. По секрету. Взгляните, никого поблизости там нету. Поосторожнее держаться б не мешало. Да мисс и так хлопот доставил нам немало. Я счастлива, что вы наедине со мной. Вот почему могу сейчас без опасения я с вами говорить в тиши уединенья, поведать сердце вам доверчиво раскрыв. Откликнулось оно на жаркий ваш призыв. Давно ли ваша речь была совсем иною? Наш долг советует нам так. Любовь иначе. И часто наш отказ лишь предпосылка к сдаче. Мне ваша речь была как сладостный нектар. Блаженство без границ обещано мне в дар. Как вы торопитесь? Ужель еще вам мало, что я свою приязнь таить от вас не стала? Не верить нелегко в успех моих искательств, не получив тому весомых доказательств. Вы чересчур настойчивы. Как можно? Вы добиваетесь всего и неотложно. Боюсь, что для меня иного нет пути. Как все позволить вам и до конца идти? Конечно, трудно мне пойти на этот шаг, но, видимо, иначе не убедить никак того, кому всего услышанного мало. Не мучайте меня! Душа уже устала. Ну, мне сперва от вас нужна одна услуга. Взгляните, там вблизи нет моего супруга. Его-то мы всегда в круг пальца обведем. Как сам он пожелал, мы видимся вдвоем. Он этим горд весьма. Спесь взор его туманит. И даже если вдруг он нас врасплох застанет, скорее поверит мне, чем собственным глазам. Да вы изволили, я вижу, простудиться. Вчера холодной выпила водицы. Я вас согрею. И пройдет простуда. Я мужа своего обманывать не буду. Подумайте, ну кто раскроет наш секрет? В проступке нет вреда, в огласке только вред. Вокруг, взгляните, все-таки спокойней будет нам.
Но я вам доложу. Вот негодяй отпетый. Все не приду в себя. Сражен я сценой этой. Вы рано вылезли. Сидите до конца, чтобы поймать с поличным подлеца. Мне кажется, что вы торопитесь чрезмерно. Боюсь, что будет все для вас недостоверно, пока не доведет он дело до конца. Еще не видел мир такого подлеца. Неужто вы сдались? Не чересчур ли скоро? Довольно ли у вас улик для приговора? Там никого. Как все горит внутри. Быстрей, врата блаженства. Отвори. Извольте-ка похладить ваш пыл. Вот это праведник. Уважил, услужил. Ему отдал я дочь. А он еще жену. Признаться, я ушам не верил. Ну и ну. Святоша ангельский. Да как же вам не стыдно? Теперь уж я прозрел. И все мне очевидно. И вы поверили? Довольно пустословия. Живо, вон. А там уже кривляйтесь на здоровье. Хотел Разговор я... мы прекратим на сём. Извольте сей же час покинуть этот дом. Смотрите, как бы вас не выгнали из дому. Чё? Нельзя по-доброму, так будет по-худому. Дом мой. И на него я заявлю права. Но из него уйдете вы сперва. Тюрьма вам будет домом. Ваш ларец я королю доставил. Во дворец. Служение королю важнее для меня, чем самый близкий друг, чем вся моя родня. Каким он злом мне заплатил за милость. Чуть с ног Тартюф меня не сбил. Что здесь у вас случилось? Случилось то, что я ему, глупец, помимо дарственной вручил еще ларец. Какой ларец? Который мой приятель, гонимый властью нашу писатель, дал на сохранность мне. В нем были фарсы, драмы. И на монарха злые эпиграммы. Такую вещь, как вы могли расстаться с нею?
По простоте своей я все открыл злодею с доверием к его познанию и уму. И он мне дал совет отдать ларец ему, что если вдруг нам с обыском нагрянут, то у него ларец искать, наверное, не станут. Пинком под задницу. Такой гадюки. А вы ему еще карты дали в руки. Отец мой. Правда ли, что негодяй лукавый вам, благодетелю, грозит теперь расправой? Да, посягнул подлец на честь мою. Скажите «да», и я его побью. Да что побить? Убить такого мало. Как приезжаю, вечно здесь скандалы. Мне рассказали все. Но я не верю в это. Тартюф стал жертвой бесстыдного навета. Что за бессмыслица? Да говорят же вам, что сам воочию я видел все. Я сам. Я слышал сам, как он склонял ее к измене. Он говорил, я все отдам за это сладкое мгновенье. Ты, может, глуховат немного, мальчик мой. Допустим, я глухой, но я же не слепой. Я видел сам, как красноречие все истратя. Он волю дал своим рукам и стал снимать с Эльмиры платье. А может, просто пыль хотел он с платья сместь? Вот с платья бы и смел. Зачем под платье лезть? И пусть бы лез, куда хотел. Куда вы лезете обычно? Еще чуть-чуть бы потерпел. И ты поймал его с поличным. Да если б ваш наказ я выполнил сполна, с рогами бы ходил и с пузом бы жена. Я слышал сам, я видел сам, Тартюф подлец и хам. Я слышал сам, я видел сам, я слышал сам, я видел сам, я слышал, я видел. Сам видел. Ну и что? Нельзя судить на глаз. Нередко видимость обманывает нас. Фу, пропасть. Род людской так склонен к подозрениям. Подчас само добро нам мнится преступлением. Что ж мне ему, вменять в заслугу, не в вину его намерение, а мою жену? Для обвинения одних догадок мало. Тебе бы подождать, чтоб явственней все стало. Как явственней? Мне ждать? Чтоб на моих глазах он, увы, фу ты, черт, чуть-чуть не сорвалось в сердцах. Ох, маменька, боюсь, меня вы в грех ведете. Он столь благочестив, столь чужд соблазнам плоти, что недоступно сын понятию моему. Как мог свершить он грех, приписанный ему? Ну, знаете, не будь вы матерью моею, уж я бы вам сказал. Я просто сатанею. Так, этот сюда, этот сюда. Сестрица, добрый день. Сведи-ка, сделай милость, меня к хозяину. А что вдруг приключилось? Он занят. Никого не велено впускать. Не собираюсь я вам долго докучать. Явился я к нему с весьма приятной вестью, и примет он меня, я думаю, честь честью. Желаю здравствовать. Меня зовут Лояль.
мне прерывать беседу вашу жаль. Но мой служебный долг... Зачем пришли сюда? Так, с безделицей, с решением суда. Мне, сударь, честь вручить вам предписание незамедлительно очистить это здание. Всю вашу движимость, всех домочадцев вон. Что? Выселить меня? Я крайне огорчен, но нынче, и со мной, конечно, вы согласны, здесь господин Тартюф, владелец полновластный, по смыслу дарственной, которая при мне. Сейчас его огрею по спине и прикажу, чтоб всех собак спустили. Вы лучше бы сынку язык укоротили. Печально было бы, коль в довершенье зол я оскорбление занес бы в протокол. Солдат, не бойтесь, ведь они не звери. Пожитки ваши вынесут за двери, а с ними хозяев заодно. Кто ж, матушка, был прав? Вот то-то и оно. Каналья ваш Тартюф. Или еще вам мало? Все не очнусь. И впрямь, как с облаков, упала. Мне, сударь, очень жаль, что приношу сюда я горестную весть, но вам грозит беда. Ой. Один мой близкий друг во имя давней дружбы открыл мне то, о чем узнал по долгу службы. О государственной здесь тайне речь идет. Но преданность мою к вам, сударь, взяв в расчет... Кто этот господин? Это мой жених. Да, больше нет препятствий никаких. Коль не считать того, что мы теперь без дома. Для испытания любви не надобны хоромы. Вы арестованы. Указом короля. За то, что я посмел сорвать с тебя личину? Ты подлая душа! Мне нож вонзаешь в спину. Мой слух неуязвим для ваших бранных слов. Во славу небесам я все снести готов. Да, отрицать нельзя. Вы редкостный смиренник. И небеса еще приплел сюда, мошенник. Меня не трогают ни брань, ни ярый пыл. Я выполняю здесь свой долг. По мере сил. Вы будете, Аргон. Я. Все. Настал черед. Сейчас он вас в темницу заберет. Не зря я королю ларец отнес. Ограбил нас и настрочил донос. Король взбешен. Весь двор его гудит. Вам офицер все это подтвердит.
Я подтверждаю, что король взбешен. Но пуще пасквили всех ненавидит он того, кто на друзей своих строчит доносы. Вы арестованы. Подлец остался с носом. А дарственную, королевской властью, он приказал вам разорвать на части. Как добр наш король. К тому же и умен. Шагая в ногу с веком, понял он, пусть эпиграмма зла, но если не бездарна, она ему еще добавит популярность. Держите подлеца, а то он убежит! Держите! Держите! Догоните меня? И что? Напрасный труд. Бессмертен я. Тартюфы не умрут. Я буду жить, пока живут все те, кто верит пышным фразам и те лгуны, что нас зовут вселенский рай построить разом. Я буду жить, пока врага иметь нам выгодней, чем друга, и по чинам дают блага куда быстрее, чем по заслугам. Я буду жить, пока на дно не канет ханжество святое, пока мы думаем одно, а говорим совсем другое. Я дураков найду всегда, не стало меньше их с годами. До самой скорой встречи с вами, до скорой встречи, господа. Буду жить, пока живут все те, кто верит пышным фразам, и те лгуны, что нас зовут вселенский рай построить разом. Я дураков найду всегда, не стало меньше их с годами. До самой скорой встречи с вами, до скорой встречи, господа.